Следующий уровень, один из двух уровней в порту. Я предпочитаю начинать с обреза. Бежим вот сюда и стараемся хедшотом убить вот этого противника. После этого нажимаем на кнопку. Следующую перестрелку я стараюсь проводить с двойными беретами. Мы пытаемся надамажить вот этого вот противника на ходу. Убиваем также вот этого. Если кого-то из них не убили, можно попробовать дальше просто пройти. Нужно будет нажать на вот эту кнопку. Но перед этим я бы советовал переключиться на помповый дробовик. Сейвимся, нажимаем и входим вот так вот, отойдя чуть влево. Значит, этому противнику нужно целиться сильно выше головы, чтобы его убить хедшотом. Вот в эту дверь входим, стреляя в нее, так, чтобы анимация перезарядки затвора помпового дробовика была уже, когда мы входим вот в эту дверь. Это агрит вот этого противника с Инграмом. И у нас появляется такая выгодная позиция на него. Он иногда умирает с одного выстрела дробовика, иногда с двух. Вот для того, чтобы сделать быстро два выстрела из дробовика, мы как раз вот стоим вот здесь и делаем один выстрел, и потом соскальзываем и делаем второй выстрел. То есть два быстрых выстрела из дробовика. Этого тоже стараемся убить в голову. Здесь переключаемся на 30 FPS. Этого я давайте убью. Переключаемся на 30 FPS для того, чтобы не ловить анимацию вскарабкивания по вот этой вот платформе. Дальше сейвимся, переключаемся на 100 FPS, нажимаем на кнопку. И здесь сильно префайром нужно стрелять вот в этого врага, для того, чтобы убить его. Сильно префайром нужно. Обычно где-то 2-3 выстрела требуется, чтобы его убить, но иногда этого не хватает. И когда он подходит вот на эту позицию, где он стоит сейчас, он переключается с Инграма на гранату. Нам крайне нежелательно, чтобы он кинул эту гранату, потому что она может нас надамажить. Для того, чтобы он ее, даже если он ее будет кидать, чтобы он ее кинул куда-то вниз, мы встаем вот на вот этой позиции, где я сейчас стою, то есть ближе к противоположной стороны лифта, то есть ближе к выходу с лифта. Вот видите, он ее кинул вниз, и даже несмотря на то, что он ее кинул, она нам никакого урона не нанесла. Здесь можно немножко сократить дистанцию прыжков. Можно вот так вот напрыгнуть на забор, тоже угол срезать. Дальше нажимаем вот на этот рычаг. Берем здесь 4 таблетки, хиляемся. Здесь можно вот так вот спрыгнуть. Но если вам кажется, что здесь тяжело приземлиться, то можно немножко по пусе пройти. То есть прыгаем вот сюда. Макс урона от падения не получает. Значит, разбиваем бочку вот эту. Первую бочку даже можно не взрывать. Когда открывается вот эта вот дверь, я обычно стреляю из дробовика вот по этому врагу, для того, чтобы кинуть его в станлок. Потому что иногда бывает так, что если я не выстрелю, вот видите, он меня может надамажить. Для того, чтобы он не дамажил, я его кидаю в станлок. Что я попасть не могу по нему. И встаем вот сюда. Они умирают от ящика. Но даже если бы они не умерли, то это ничего страшного. Этого врага хедшотим с дробовика. Этого тоже стараемся хедшотить. Ну, этот враг, он очень рандомно может умирать. Он может и 3 выстрела из дробовика выдержать. Как вот сейчас, например. Значит, дальше скип заключается в следующем. Мы прыгаем вот сюда. Вот сюда. И можно одним прыжком преодолеть вот эту вот дистанцию. И прыгнуть на контейнер. Можно также сделать кувырок. Давайте попробую показать. Здесь по вам будут попадать, скорее всего. Кувырок — это более такая стабильная страта. Вот. Есть еще такой вариант, что вы можете на 30 FPS вот так вот тоже запрыгнуть. Давайте попробую это сделать. Я просто не привык так делать, поэтому у меня не очень хорошо получается. Но видите, вот, он может иногда так вот стоять и тупить в эту стенку. Я обычно предпочитаю вот так вот делать. То есть вот с этой стороны обходить. Можно, кстати, еще вот с этой стороны тоже пытаться на 30 FPS забраться. Вот видите. То есть вот либо делаем здесь кувырок, либо делаем прыжок. Прыжок чуть быстрее. Вот здесь такое довольно неприятное место. Видите, Макс может застревать
И бывает иногда так, что вы пытаетесь соскользнуть на контейнер, и Макс у вас застревает прямо в воздухе и падает. Дальше, соответственно, падаем вот сюда. Ну да, давайте покажу еще казуальный способ прохождения. То есть, если мы не хотим заморачиваться, просто нажимаем здесь вот этот рычаг и бежим сюда спокойно. Но это медленнее. Так, давайте покажу, значит, дальше скип. Вот как раз сейчас Макс застрял и чуть не упал вниз. Самый быстрый способ прохождения заключается в том, что мы прыгаем на голову этого врага и сразу же прыгаем на вот этот контейнер. На бегу это сделать довольно сложно, но можно. Это нужно делать обязательно на 30 FPS. Более стабильный вариант — это мы подходим к нему вплотную так, чтобы его шотган упирался в левый бок Макса. Делаем вертикальный прыжок такой и дожимаем кнопку вперед в воздухе. Но видите, все равно бывает иногда не получается. Вот я сейчас спокойно стою у него на голове и допрыгиваю, значит, вот сюда. Дальше бежим вот сюда и соскальзываем. Есть еще второй вариант, если вы не хотите заморачиваться с прыжками на голову, потому что они бывают сложные. Можно просто его убить. И вот так вот мы триггерим кран, но здесь главное, чтобы он нас не убил. Обязательно нужно врага убить, если вы это делаете. Вот, если для пущей сейвовости можно вот так вот сделать кувырок, то есть это даст нам небольшую тоже дистанцию и меньше вероятность того, что кран нас задавит. Либо можно просто не выебываться и вот так сделать. Ходим назад и ждем, пока кран проедет. Но это, наверное, самое длинное, самое долгое. Быстрее всего, конечно, на башку ему запрыгнуть. Значит, вот здесь очень неприятный момент. Здесь его можно пройти либо с диглом, либо с гранатой. Собственно, знакомьтесь, самый худший противник в игре, максимальный уебан. Чем он так плох? Видите, его загораживает вот эта вот металлическая хреновина, металлический заборчик. Но если мы посмотрим с его стороны, то с его стороны никакого заборчика нет. Он будет по нам стрелять совершенно спокойно. И, собственно, в этом заключается большая проблема. Я предпочитаю его убивать, выходя с диглом, целясь сильно выше головы. Сильно выше головы, потому что его платформа, на которой он едет, она движется к нам, и то есть это добавляет как бы еще, ну, тоже свой фактор, то есть нужно целиться прям сильно выше. Убедитесь также, что у вас в настройках отключен автоприцеливание. Вот. С автоприцеливанием по опыту будет еще хуже в него попасть. То есть вот, дигл — это наиболее точное оружие. Но надо иметь хотя бы 10 патронов в дигле. Собственно, для этого мы подбирали на уровне с бейсбольной битой патроны из ящика. Либо также можно подобрать просто диглы с некоторых противников. И также есть второй вариант прохождения, точнее убийства этого врага с использованием гранаты. Здесь как такового сетапа нет, но видите, вот иногда бывает так, кажется, что граната хорошо очень приземлилась прямо в него, но все равно она урона ему не наносит. Ну, я говорю, здесь как такового сетапа нет, разве что можно немножко ориентироваться по вот этой вот границе, где там красные контейнеры заканчиваются. Ну, не знаю. То есть я обычно вот как-то так на шару кидаю. Вот. Но кому-то этот вариант кажется даже удобнее, чем с дигла. Не знаю. Так, давайте еще покажу пуси вариант. Мы на 30 FPS. Опять же, подходим вплотную вот к этому противнику и пытаемся вертикальным прыжком точно так же запрыгнуть ему на голову. Ну, видите, голова скользкая, Макс соскальзывает. Вот. Обычным прыжком здесь можно преодолеть. Если вы просто соскользнете, то вы прям в триггер попадете. Дальше. Здесь уже, в принципе, легко его можно убить. И поскольку мы не триггернули поездку вот этого крана, этой платформы, здесь у нас будет ждать куча врагов. Можно попробовать их сбитой убить, если вы прям такой крутой. Либо там, я не знаю, гранату попробовать кинуть. Вот. Можно еще немножко себе позицию выгодную сделать, запрыгнуть на вот этот контейнер.
Но это все очень долго, на самом деле. Можно вот так сделать. Либо можно попробовать вот эту пачку врагов спреем с Инграма убить. Но я говорю, лучше, наверное, так не делать. Лучше с дигла попытаться его убить. Давайте еще раз попробуем. Что делать, если мы убили его с дигла? Что делать, если нам повезло и мы попали ему в голову? Я сразу переключаюсь на двойные Инграма. И вот смотрите, я бегу прям вот на колесо, на угол вот этого крана движущегося. И после этого, когда вот я приблизился к колесу, я зажимаю, перехожу на диагональный стрейф вправо. Это позволяет мне заэвейдить выстрел от этого шотганера. Вот из-за того, что я сейв лоуд делал, у меня искусственный интеллект немножко поменялся. Поэтому он у меня попадает. А если вы это сингл-сегментом делаете, то все гораздо более стабильно. Можно также сделать пуси вариант, то есть кувырок. Нам желательно убить вот этого врага с шотганом. Если вот этого не убили с беретой, то ничего страшного, он за нами не пойдет. Только шотганер за нами пойдет. Также убиваем вот этого врага, вот этого и вот этого. Значит, дальше. Единственное место в игре, где используется хоткей на 10 FPS. Вот видите, вот эта небольшая черная точка на контейнере. Мы чуть-чуть не доходим до нее, буквально чуть-чуть. Переключаемся на 10 FPS и перепрыгиваем триггер. Давайте покажу этот триггер. Вот он. То есть этот триггер активирует поднятие моста. Но если мы его перепрыгнули, то, соответственно, мост будет опущен, и мы сможем спокойно здесь пройти. Это быстрее всего. Дальше. Вот по этому мосту можно пройти, прижавшись вот к этой стороне, и тем самым враги не выбегут на нас. Это проще всего, я рекомендую так делать. Вы можете, конечно, по прямой траектории пройти, но вам тогда придется вот с этими врагами воевать. И это быстрее, что-то там порядка 300 миллисекунд, то есть оно того не стоит. Так, что еще? Здесь есть на самом деле несколько вариантов. Если вы начинающий раннер, то вам может быть полезна снайперская винтовка. Конечно, придется за ней долго идти. То есть вы как бы скомпенсируете таймлуз, точнее таймсейв, который вы получили, скипнув триггер моста. Но со снайперкой будет удобнее проходить с начала следующего уровня. Давайте еще покажу вариант, если, допустим, вот... вообще, если вы неправильно прыгнули и задели триггер, то лучше, наверное, загрузиться, попробовать еще раз. Ну, допустим, вот вы, я не знаю, не хотите скипать этот триггер. Давайте я тоже покажу старую страту, как раньше делали. Но я, опять же, не рекомендую так делать. Убиваем вот этого врага, берем гранату в руки. С него, кстати, падает граната, так что если у вас нет, можно с него подобрать. Здесь, стоя вот на этом углу, то есть правильная позиция нужна, мы целимся примерно вот по высоте вот этой лампы. И ближе, точнее, почти вплотную к красному контейнеру слева. Кидаем гранату, и она разрушает башмак, который держит фургон. В это время, как раз пока едет фургон, мы можем забрать снайпер. После того, как фургон разрушил вот этот мост, здесь спавнится враг. Дальше мы можем вот этого врага убить. Переключаемся на снайперку и вот этого врага убиваем, и здесь будет конец уровня. Но опять же, я рекомендую всем делать прыжок на 10 FPS и не выебываться. В этом случае мы снайперку не подбираем, то есть наиболее быстрый способ. Да, если все плохо по ХП, то можно попробовать вот так вот пройти. Здесь будет 2 гранаты, 4 таблетки. Но опять же, это таймлуз. Здесь масса вариантов, как вы можете пройти. Вот, я предлагаю вот лучший вариант, мне кажется, это вот так. Дальше здесь мы переключаемся на 30 FPS для того, чтобы не словить анимацию вскарабкивания по вот этой вот платформе. И мы входим в триггер конца уровня либо со снайперкой в руках, если мы ее подбирали, если она у нас есть. Либо, если у нас снайперки нет, то с одинарным инкомом в руке.